И снова всем привет, с вами Леторм. Мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами закончили квест на рифе. И сейчас мы отправимся продолжать исследовать море вокруг Тикивары, потому что, судя по всему, этот квест был отдельный, он не касался картографии Тикивары. Мы где-то что-то пропустили. Вот я думаю, что где-то вот здесь вот что-то можно найти. Так. Ну, давайте чуть-чуть вниз заплывем. Тут вот чуть-чуть не обследовано совсем. Вот так вот. Так, у нас водой люди питаются лепешкой таар. +1, -1, то есть должно быть все правильно. Так, смотрите, джунгли Уапау. И подземный храм. А как попасть на подземный храм? Ага, вот все понятно. Ну, давайте сначала в джунгли заглянем тогда. Вокруг простираются зловонные, знойные джунгли, хотя палящее солнце останавливает плотная листва над головой. Пот щиплет ноздри и капает с подбородка. Кажется, весь мир, кроме вас, застыл в неподвижности. Ваши спутники перестали жаловаться еще несколько часов назад. Кроме Серафена, выдающего очередную вычурную тираду каждые 10 минут. Остановившись возле широкого заболоченного водоема, вы собираетесь набрать фляги, когда откуда-то спереди раздается шевеление. Из-за деревьев выходят и пересекают реку Трое. Подолы их грязных, обветшалых одеяний колеблются в воде. Посередине брода незнакомцы останавливаются. Стоящий посередине, блаженно улыбающийся представитель людей саванны смотрит на вас. «Алиторн Эскаэднуа, мы не причиним тебе вреда», — поднимает он открытые ладони. «Более того, мы ждали тебя, ведь...» — он умолкает, видя ваших спутников. «Мы хотим сделать предложение», — слегка склоняет он голову, — «если отойдешь с нами в сторону, чтобы его выслушать». «Кто вы такие? Кто вы такие, откуда знаете мое имя?» «Мы друзья друга», — произносит мужчина. «Возможно, друга. И, что уж точно, друга с возможностями». «Твое появление здесь», — произносит стоящий слева лысый эльф, — «было предначертано». Он разглядывает вас пустыми глазницами выжженных глаз. «Хорошо, слушаю». Мужчина понижает голос. «В этих диких краях спрятано одно место, древнее место, охраняемое безмолвным рабом. Тот, кто готов принести жертву, истинную жертву», — дополняет стоящая рядом женщина, кивая на ваших спутников, «тот получит достойное вознаграждение». «Ни за что». «Да будет так», — усмехается женщина. «Тогда ты больше нас не увидишь. Выпутывайся, как знаешь». Главный слегка кивает вам, и все трое пятятся назад. Вскоре они скрываются в джунглях. То есть они предлагали мне принести жертву одного из своих спутников. Возможно, это, кстати, вот этот подземный храм и есть. Ну ладно, сейчас узнаем. Спустя несколько часов блужданий по бесплодной пустыне вы обнаружили на очередном пятачке некие ингвитанские развалины. Подойдя ближе, вы понимаете, что дверь, ведущая в развалины, украшена гербом Ваидики. При вашем приближении дверь распахивается, и вы тут же ощущаете мощную попытку вторжения в ваши мысли. Кто-то проверяет на прочность вашу внутреннюю защиту, пытаясь найти в ней дыры. Присутствие исчезает столь же стремительно, как и возникло.
Странновато это все, капитан. Что-то прям против шерсти мне это все. Не тебе одному. Гранат и зелье умственного совершенства. Галферик. Анфрида. Фрида, Галферик и Блик. Какие-то, в общем, враги. Я не знаю, кто это. Что он сказал? Сказал, булаву не отдавать. Ну да, конечно. Как же еще? Слаженность прям. Я специально их там поставил. Вот это мне очень не нравится в искусственном интеллекте. То, что они начинают бежать, там нападают на всех. Вот это вот все. Блин, это вообще какой-то друид, что ли? Кормец. Еще появился. Так, дневник Галферика. Вторая Фаниверна 2827 года. Вот и наступил Новый год. Это время размышлений, время начинать и время заканчивать. Вот он, я, пожилой, разменявший седьмой десяток мужчина, вышедший в отставку со службы в Стальной Гороте. У меня нет близких, нет семьи. Ничто не удерживает меня в этом мире, кроме уз, связывающих с братьями по ордену. В канун Нового года я задумался, неужели мне придется провести остаток жизни, стремительно катясь по наклонной, ожидая лишь, когда бледный рыцарь коснется моей щеки. Нет, много десятилетий ветераны Гороты рассказывали историю о легендарной палице, которую будто бы благословила сама Ваидика. Чтобы я только не отдал, чтобы хотя бы взглянуть на оружие, которого касалась изгнанная королева. Решено, я отправляюсь в последнее путешествие. Я соберу братьев, отыщу палицу, а с ней обрету гордость, чтобы достойно прожить отведенное мне дни. Да будет так. Первая Инпримы 2827 года. Мы с братьями существуем уже долго, и я начинаю сомневаться, не было ли все предприятие дурацкой затеей, бреднями старика, цели прицепляющегося за мальчишеские росказни. На корабле, направлявшемся на архипелаг Мертвого Огня, мы покинули Айдир в отличном расположении духа. Теперь среди нас царит уныние, но мы до сих пор на проклятом корабле. Неужели легенды были всего лишь ложью? Жвачка для старых солдат, пайка для болтовни о старых добрых временах. Я просыпаюсь в ночи, думая, что услышал знакомый топот Вимарка, с пьяно ввалившегося в казарму, но это всего лишь стонет корабль или хлопает на ветру, ведущая на палубу дверь. Мне не хватает уюта логова Гороты, ревущего очага, крепкого пива, истории в кругу друзей. Доведется ли мне вновь побывать там? 17 Мажесту 2827 года. Наконец-то мы поймали попутный ветер. Ульфрик зажал в порту какого-то пронырливого рыбака и выбил из него сведения. На острове неподалеку есть древний храм, сказал паренек, и никто из местных к нему на 100 шагов не подходит. Думая, что найдем очередные никчемные развалины, мы бросили у берега якорь и отправились на остров на Ялике. Каково же было наше удивление, когда мы наконец обнаружили святилище былой королевы и ее легендарное оружие. Чудесная палица. Настоящий шедевр оружейного дела. Ах, как она будет смотреться в сокровищнице Гороты. Как загораются мои глаза, когда я представляю, что за историю о нас расскажут. Мы решили оставаться на острове на ночь и подкрепиться остатками сухарей и солонины. Завтра мы отплываем домой. Уверен, сама Ваидика направит нас в путь. 18-е, так, а это было предыдущее, 17-е. Я не припомню, когда в последний раз так сладко спал. Такого не бывало ни на корабле, ни в казарме, ни даже в собственной кровати в мальчишеские годы. Быть может, эта близость святилища так успокаивает меня. В последние часы я ощущаю такой мир и покой, какой уготован лишь для того, кто общается со своим божеством. Мы с братьями решили остаться здесь еще на одну ночь. Мы старые, усталые, и все нам хорошо рядом с изгнанной королевой.
Это безопасное место, здесь с нами ничего не случится. Ребята, вы немножко ошибаетесь, конечно, но вы сами напали. Булаву я пока не нашел. Не было ее на них. Опа. Прям обрушился, пройти невозможно. Много скелетов. Тоже обрушившееся место. Возможно, туда кто-то пытался пробраться. Непонятно пока. И вот эта булава. Изваяние Вейдики сжимает в руках прекрасную булаву. Некая сущность, обитающая в ней, тянется к вашему сознанию. Это та же сущность, которую вы повстречали при входе в развалины. Осмотреть булаву. Удивительно, но кожаная обмотка на рукояти булавы совсем не пострадала от времени. Головка оружия выкована из темного металла, излучающего холод и злобу. Та сущность вновь пытается дотянуться до вас, вонзая в ваше сознание свои острые когти, подобно тому, как хищная птица хватает добычу. Смотреть статую. Камень статуи обветшал и покрылся плесенью за те годы, что прошли с момента ее создания. Должно быть, она стоит здесь очень долго. Схватить булаву. Булава настолько холодная, что к ней даже больно притрагиваться. Сущность, обитающая в ней, скребется о рубежи вашего сознания, пытаясь нащупать брешь в вашей ментальной обороне. Закрыть свое сознание. Вы изо всех сил пытаетесь противиться сущности булавы, но все тщетно. Она пиявкой прилипла к вашему сознанию. Булава подменяет все ваши мысли желанием остаться рядом со статуей и защищать ее, пусть и ценой жизни. Решительность взять булаву. Вы тянете руку к булаве, но в голове раздается мощное повеление оставить оружие на месте. Противиться приказу вам не по силам. Интересно. Отойти от статуи. Схватить булаву. Разрешить булаве продолжить. Вы ощущаете, как булава просит вас остаться и защитить ее. Взять ее. Ощутив ваше желание забрать ее из развалин, булава приходит в ужас. Ваше сознание вдруг охватывает отчаянное желание как можно скорее избежать. Мы просто не можем ее взять. А если Алот? У него интеллекта больше. А, все равно я. А если попробовать... Ну, давайте попробуем что-то для интеллекта выпить. У нас, правда, его и так немного. 10 всего. Ну, попробуем, по крайней мере. Почему нет? Сейчас поищем. Интеллект плюс 3. Восприятие плюс 3. Свев еще есть. Это тоже наркотик. И это наркотик. Наркотик, который дает плюс 3 к интеллекту, ребята. Это интересно. Невзирая на все старания, булаве не удается убедить вас остаться в развалинах. Вы забираете ее из рук статуи без каких-либо последствий. 17 интеллект.
Вы получили предмет. Палец магистрата. Связь. Сайфер, боец, монах. Отметка на 30 секунд при нанесении урона. Точность плюс 10 против целей под влиянием эффекта осуждения. Ну что ж, ребят, вот мы справились. Хотя интересно, почему интеллект был 17, а у нас 13. Ну ладно, возможно это все-таки как-то считается... Опа, 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 опа. Как мы прошли, интересно, и не увидели ее. А, возможно это потому, что... Мы взяли палец, он активировался. Ура! Подземный храм. Все, вернулся к Сансе. Ну, мы еще немножко здесь поплаваем перед тем, как вернуться. Но, в принципе, это хорошо. И сейчас, ребята, после того, как мы туда вернемся, мы обязательно зайдем в тот самый храм, в котором находится босс-червяк. Так, какой-то Онд на меня тут решил напасть. Ну ладно. Боец 7-го уровня. Боевой дух получен 10, экипаж получает. Все хорошо, взять все и продолжить. Так, что у нас интересно? Выпил Онда какой-то. Предводителя пурпурных лиц. Не знаю, кто это. Вот, но возможно нам по квесту нужно будет когда-нибудь сдать этот вымпел. Мы, кстати, если вы помните, еще не со всеми-то разобрались с ребятками. Опа, плавник, и тут пауза. Капитан, можно на секундочку? Услышите, как старый Энгрим стучится в вашу каюту. Старый Энгрим заходит, склоняя голову и хмурится. Там человек цепляется за обломок погибшего корабля. Матросы пытались поговорить с ним, но он говорит на языке, которого мы не слышали-то никогда. Доставить его на борт, и ты попытаешься его разговорить, или бросим его на произвол судьбы? Ведите его на борт, встречу с ним на палубе. Старый Энгрим кивает, получив указание, и исчезает за дверью. Вы подбираете снаряжение и отправляетесь на главную палубу.
Вы видите ждущего вас на палубе молодого мужчину. На нем тяжелое яркое одеяние, ничего подобного вы прежде не видели. Он едва держится на ногах, мокрый, обгоревший, потрепанный. Он чуть было не падает, но ему удается устоять. Он осторожно смотрит на вас мутными глазами, его плечи поникли от усталости. Ты в порядке? Лап, Зун и Мак Изи? Последние слова он почти выкашливает, потом сгибается пополам и извергает на палубу поток морской воды. И как это понимать? Я имею в виду и его слова, и рвоту. Лап, Пили Кику? Лакарис? Кециластаун? Он сдвигает брови, слова вам не знакомы. Они звучат низко и жестко, но вы понимаете, что мужчина смущен. Энгвитанский. Эденей той энгвит? Шиз и Каус. Он прижимает ладони к глазам и делает глубокий вдох. Его плечи безвольно опускаются. Указать на себя и медленно произнести свое имя. Кед Сегу Риц Кицак Рекке. Рекке, та? Вы впервые видите в его глазах что-то похожее на радость. Он еще раз произносит свое имя, ударяя себя по лбу. Ясно, тебя зовут Рекки. Та, та. Он сжимает и разжимает кулак, довольный, что вам наконец удалось понять друг друга. На его бледных щеках появляется румянец облегчения. Он отворачивается и смотрит на неспокойное море. Неясно, о чем он думает, но глядя на пульсирующую вену на его шее и крепко сжатые кулаки, вы догадываетесь, что он обдумывает решение. Он вздыхает. Келак, Тика, ну, в общем, вы поняли. Как только эти слова срываются с его губ, он морщится, вспомнив, что вы все равно его не поймете. Келаш та Тайлу? Он повторяет последнее предложение, в этот раз указывая на ваш корабль, вашу команду и, наконец, на самого себя. Похоже, он хочет сказать, что не прочь присоединиться к вам. Добро пожаловать на борт. Та-Юки, Кетаки, Лаш Тасам. Хотя он и не понимает ваших слов, он улавливает их смысл. Реки улыбается вам и кивает, то ли в знак того, что понимает вас, то ли просто благодарит. Выберите класс или мультикласс спутника, это нельзя будет изменить. То есть это еще и прям спутник целый. Реки, интересно. Интересно, на каком языке он говорил? Обломки корабля. Смотреть обломки. Ремонтные. Боеприпасы, ремонтные, боеприпасы. Предмет геройский кабани пятак. Лагуна. О, Пронера Уамору, кстати, вот он, смотрите. Туда мы сейчас с ним разберемся. И Лагуна Хохона. Давайте сначала посмотрим, что за Лагуна Хохона. Корабль преодолевает первую высокую волну, зарываясь во вторую носом. Содрогается. Цепляясь за ограждение, малышка Люка выкрикивает приказы с полуюта. По палубе проносится вода. Чутупек указывает за борт. Впереди что-то есть. Впереди из воды появляется огромная серая туша и снова ныряет, расплескивая воду плоским хвостом. «Это что такое во имя Ондры?» — восклицает малышка Люка. «Идентифицировать». Ну, давай Серафен. Серафен восторженно ругается. «Это же Килуталик! Видишь его бивни?» Вам приходилось слышать о таких существах. Это большие хищные киты, которые таранят корабли, пробивая отверстия в их бортах. Кто бы это ни был, мы не станем его трогать. Чутупек смотрит на вас. Не знаю, возможно ли такое, капитан. Словно услышав эти слова, огромное чудовище показывается из-за волн, вырезаясь в борт корабля. Верхний бивень срывает главный парус, нижние же бивни дырявят борт и выходят из палубы. Эдер согласно кивает. Зоти чудом умудряются вернуться от бивня. Способность поразить чудовище при помощи магии.
Ледяной столб. Алот направляет чудовище магические лучи, поджигая его плоть, но оно продолжает биться, разрывая палубы бивнями, грызет борт корабля, впадая в страшную ярость. Метнуть чудовище взрывчатку, бросить гранату. Эдер бросает взрывчатку прямо в дыхательное отверстие чудовища. Чудовище взрывается фонтаном крови и внутренностей. Бивни кита застряли в борту, вся палуба залита кровью, но теперь непокорны в безопасности. Моряки хлопают друг друга по спине, потом начинают разделывать чудовище. Мясо махора, 20 штук, снабжение едой. Рог. Ингредиенты. Отлично. Но я хотел не драться с ним, конечно. Мы повредили немножко корабль. О, смотрите, соленый грот еще какой-то. Сад Каики. Отличное место для торговли. Соленый грот. Он на один уровень выше нас. Ладно, давайте сначала с Суамору разберемся, а там посмотрим. Еще есть сторожевой холм, смотрите какой-то. Давайте сначала сюда заглянем. Мы не можем здесь высадиться? Можем. Что-то вокруг кажется неправильным, но вы не сразу осознаете почему. Но потом приходит понимание. Тишина. Ветер больше не ласкает вашей кожи и не играет в листве деревьев. Не слышно гомона птиц и стрекота насекомых. До вас долетают отголоски какого-то отдаленного песнопения. Вам удается разобрать не отдельные слова, а лишь монотонный гул многочисленных, звучащих в унисон голосов. Найти источник голосов. Вы оказываетесь на каменистой извилистой тропе, ведущей к крутому горному склону. Напев становится громче, но слова вы по-прежнему не можете разобрать. Идти дальше. Духи, обступившие какую-то фигуру, обращают к вам свои призрачные взоры. Понятно. Ну, подкрасться мы бы не смогли, потому что ни разу в таких моментах мы не могли подкрасться, если вы помните. Мы очень шумные главным персонажем, по крайней мере. Я так понимаю, что он делится между всем отрядом. Вперед, сестры, настала пора призвать к силе. Так, ну что, Лот, давай огненный шар с задержечкой. И еще вдобавок обычный огненный шар. А, это сирены. Интересно.
Мутная вода. Батарея ауры. И что, здесь все? Больше ничего нет? Да, мне пока непонятно предназначение этого места. Разве что вот этот лес охранять, потому что возле... А, затопленная пещера, смотрите-ка. Еще вода вот, стоп. Вода, давайте ее заберем сначала. Так, это кто там плавает? Опытный капитан Принщик. Блуждая по острову, вы натыкаетесь на область, которой словно бы и не касались руки разумных существ. У входа в пещеру нахально возвышаются зеленые заросли, а голоса зверей и насекомых заглушают даже шелест прибрежных волн. Приблизившись, вы замечаете, что одна из пещер обладает слишком уж ровным проходом, чтобы тот могла создать одна только природа. Осмотревшись внимательно, вы замечаете остатки дверного косяка. Жутковатое место. Знак боли. Камень оберег, знак боли. Символ священное благовоние. Давайте отойдем назад. Так вот. Ну, поехали бомбить. Древний лич, боевой маг. Ну, конечно. Кто бы здесь еще был? Древний лич, конечно. Ну, лича нет. Гримуар сорви головы. Гримуар лича. А что-нибудь объясняющее, почему он здесь находится? Нет?
Это кто-то здесь себя в лича превращал. От чанов исходит слабый запах меди. И все, да? Ну ладно. Остров затопленной пещеры. Назовем его так. Кстати, возможно, он нам по картографии, собственно, дальше понадобится. Потому что Тикивара, я так понял, мы уже сделали. Хорошо. Так, ну тогда Проныра Уамуру. Старое поле боя. Соленый грот, конечно, может быть, мы тоже наведаемся. Вообще, что у нас там по опыту? Ну, нам еще до 20 уровня нужно постараться. Но мы можем начинать наведываться. Почему нет? Проныра Уамуру. Так, привал давайте устроим. Потому что у нас уже давненько не было привала. Крупная пантера, огромный споровик. Ну понятно, все с вами. Кстати, если помните, нам же еще шлем дали, этот медный чан. Надо будет на него посмотреть, что там за шлем. Я уже не помню. Почему мы не выходим из боя? Потому что была какая-то левая. Так, наследие Амины. Дает меткий удар гром. Увеличенный шанс ошеломить цель при попадании, если персонаж гном. А, мне меткий удар гном. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, давайте сравним этот лук с арбалетом, который у нас у Зоти сейчас. Кстати, у нас есть тут еще какой-то искатель мороза. По времени. Вот он. Так, 19:33.
Пробивание 8. Ну, пробивание меньше. Меньше пробивания. Поэтому не будем брать его. Так, задание нам засчитали. Да, вернуться к Нунгате. Остался еще немного. Мы помним, где он находится. Он далеко очень от того места, где мы сейчас. Давайте заглянем, наверное, в грот этот. Вы находите поле, на котором полно скелетов. Как видно, давно здесь бушевало сражение. Возможно, среди павших осталось что-нибудь ценное. Удушающая хватка Ваидики. Сила скованного клятвой. Плюс сила плюс 2. Удушливое возмездие дает Горота. Удушающая атака парализует цель и наносит ей чистый постепенный урон. Когда действие заканчивается, цель оказывается сбитой с ног. Плюс 2 класс защиты. Прикольно. От огненного плюс 2 класс защиты, так что не особо радуемся, конечно. Так, ну что ж, соленый грот, посмотрим, что это. На один уровень выше нас. Мастер знака Вороника, безумная волшебница. Это босс, видимо, просто. Она на 3 уровня выше нас. Ну, мы хотим умереть, мы умрем. Почему нет? Обелиск очищения, обелиск гнева, обелиск ужаса. Ладно, давайте сначала просто на нее попробуем напасть, а там посмотрим. Ага. Она на всех наложила ужас. Замечательно, ничего не скажешь. Не получится его подамажить. Одного уже убили, замечательно. Да, ребятки. Ладно, 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 хорошо. Окей, я все понял. Видимо, в таких локациях максимального уровня находятся какие-то вот такие вот боссы. Потому что, помните, мы там еще с вами видели таких боссов. Интересно. Пока мы, получается, еще ни одного такого не убивали, потому что я не видел вот такой вот анонса, типа как его там зовут, да, все такое. Запомним, просто запомним. Точнее, не запомним, а запишем. Так, это у нас где по карте? На восток от Матары Окози. Хорошо. Так, поторговать, не знаю, зачем это нам нужно, но давайте зайдем, посмотрим, можно ли тут с кем-то действительно поторговать. Если можно, то с кем. Ага, понятно, плод каики, листья капа.
Вода и чай капа. Продолжительность. Боевой дух экипажа плюс 5. Эффекты на себя. Продолжительность вредного воздействия минус 25. Неуязвимость яд болезни. Давайте купим таких чайков. 15. Пускай будет. Не знаю зачем. Возможно, нам со временем это пригодится. Так, ну что, нам нужно выйти наверх. Я так понимаю, что это, да, это только в объезд, так сказать. Опытный капитан Принчипи. Они будут на нас нападать или нет? Похоже, нет, не нападают. И то хорошо. Ага, тут даже как-то так оплывать, смотрите, на большом расстоянии. А, все, вот, уже понятно, канал тут есть. Хорошо, канал Афеки. Так, здесь у нас шторм, причем он, получается, видимо, вдоль всего этого идет. Ну ладно. Хорошо. Так, тогда что? Тогда возвращаемся в Никитаку. А, подождите. Задание. Он ждет в огне, понятно. Вперед неизвестность, понятно. Картография, архипелаг, немного. А немного и Проныру Уамору. Все, да, все правильно. Значит, нам возвращаться в Никитаку. Ну что ж, поплывем. Так, два матроса затеяли спор на палубе. Так, это опять рыба. Давайте проверим ее на признаки болезни. У некоторых рыбин очевидные признаки болезни. Выбросить рыбу за борт. Так, я забыл, куда нам там нужно. Нунгата, змеиный венец. Как-то раз я проснулся ночью, а вся ночная сорочка осьминожками облеплена. Это еще ничего, дважды в неделю я просыпаюсь в оскверненной могиле, абсолютно голый. Гроб разбит, а тела нигде не видать. И это было еще до того, как начались видения. Всего дважды, но я думаю, это было в восторге. Так, я сейчас не помню, где Нунгата, давайте подождем до полудня. По-моему, она вот здесь. Отдать голову Уамору. Еще один мятеж подавлен на корню. Стало быть, боги и правда не хотели, чтобы Уамору возглавил Каханга. Жаль, что ему пришлось узнать это таким способом. Нунгата откладывает голову в сторону и передает вам награду. Охотник, ты хорошо поработал, но заказов больше нет. Впрочем, этот поток никогда не пересыхает, говорю я. Нунгата, иметь с тобой дело одно удовольствие. Все, так, с этим есть. Теперь
Картография архипелага. Санса. Лавку. Приветствую, приветствую. Рад новой встрече. Как море? Спокойное? Надеюсь, экспедицию ничто не задержит? У меня есть кое-что для твоей книги. Я и не надеялся, что найду такого замечательного партнера. Парашют, твоя заслуженная награда. К чему останавливаться? Начало было отличным, сразу видно, тебе все по плечу. На сей раз тебе предстоит отправиться далеко на запад, за порт Маже, за Ид Вакара, за остров Кагнати. Там уже давно никто не бывал. Но рассказывай всякие ужасы. Уверен, с тобой все будет в полном порядке. Буду ждать. Так, а вот это вот интересно. Я там все поплавал. Западный риф. Я нашел покрытый джунглями остров, где обнаружились руины Уана, населенные логуфетами. Это западная конечность рифа Вакара и острова Кангати. Ну ладно, посмотрим, раз это все. Что ты продаешь? Кстати, подзорной трубы у нас нет. Давайте ее купим. Остальное книжки. Гримуар Искателя приключений. Так. Ну и теперь давайте отправимся к лодке, и там будем сражаться с червячком. Я примерно помню, где это находится. Ой, прошу прощения, ребята. Это, наверное, был очень громкий звук. Если я грохну в обморок, просто тащи меня на веревке. Поэтому у тебя постоянно грязь в волосах. Что? Ты это могильной грязи? Я готов поклониться Ондре, если она поможет мне забыть, что я только что услышал. Так, глотка. Вид на старый город. Так, теперь нам нужно... руины старого города. Сюда. Кстати, видимо, у нас тогда не было достаточных навыков. А сейчас мы открыли. Спуститься в пещеру.
теперь старый город. Какой-то одинокий Даргуль попался. Подождите, мы же его не залутали. И вот здесь вот этот червяк и находится. Но убивать его, ребят, мы будем уже в следующей серии, потому что вдруг это затянется, а время уже подходит к концу. Поэтому сегодня я думаю, что мы закончим. Это было довольно-таки сегодня продуктивное время. Мы убили даже Лича. Ну, правда, какой-то Лич, честно говоря, вот по сравнению даже с тем боссом, да, которого мы нашли в гроте, Лич какой-то не очень. Вот, поэтому, не знаю, может быть, это был неполноценный Лич. Ну, на сегодня это все. С вами был Алитор. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До следующей встречи.